Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать такие классные, легкие летние косички. Для начала я делю волосы на две равные части пробором посередине. Я покажу вам на примере одной косы, потому что они абсолютно идентичны. Отделяю небольшую часть в виде треугольника. Делю эту часть на 3 прядки. Это левая, средняя и правая прядь. Левую прядь завожу под среднюю. Таким образом, 2 прядки в правой руке. Затем правую завожу под среднюю, перекрещиваю друг с другом. Добавляю подхват с левой стороны и также его под среднюю прядь. Снова завожу крайнюю под среднюю и добавляю подхват к этой прядке. С левой стороны точно так же. И на протяжении всей косы мы будем делать точно так же. Крайние пряди мы заводим под среднюю по очереди вместе с подхватами. Ширина подхватов у меня примерно 1,5-2 сантиметра, и от нее зависят сами звенья этой косы. Зависит, какого размера они будут, большие или маленькие, как много их будет. Вам не нужно затягивать слишком эту косу, потому что при вытяжке текстуры она у вас не пойдет гладко, будут вылазить различные петухи. Поэтому старайтесь плести со средним натяжением, немного слабо. А вот теперь мы переходим к процессу вытяжки. Я начинаю потихоньку, маленькими прядками друг за другом, беру с краю и растягиваю в сторону. Видите, немного ослабила эту косичку, потому что сложно вытягивается. Можете также ее немного подрасплести и затем вытягивать, так будет проще. Кстати говоря, можно плести косу некоторыми отрезками, например, по 5 сантиметров, заплела и сразу вытянула. Затем дальше плетешь и также остановилась, дотянула текстуру, в общем, шаг за шагом. Этим способом будет проще, особенно если вы новичок в косичках. Я же уже привыкла доплетать примерно до середины, и только потом я начинаю вытягивать. Мне так комфортно. Вот здесь кадр поближе. Я беру с краю и растягиваю в сторону. Добавлю спрей-воск, чтобы сгладить все пушки и торчащие волоски. Ну и на финише я фиксирую свои косички этим лаком Schwarzkopf Professional. Он очень хорошо высыхает, быстро, в отличие от жидкого лака. Распылила, секунда и все, он уже схватился, он уже склеил всю текстуру. Посмотрите, какие они получились красивые и ажурные. Мы не оставляем мышиный хвостик, лучше его подвить, чтобы он был пообъемнее и повышнее. Сейчас мой любимый трюк, как я постоянно скрываю резинки. Я удивилась, но еще немногие знают про него. Так вот, я беру шпильку, вставляю под резинку, беру тонкую прядку из хвоста
и просто оборачиваю ее вокруг этой шпильки несколько раз. Затем беру хвостик, прокручиваю в легкий жгут и продеваю сквозь ушко шпильки. И затем тяну за ножки, таким образом продеваю весь этот хвост через резинку и готово. Мне очень понравилась эта прическа, я такая дерзкая чика, но в то же время очень стильная. Спасибо, Леночка, подписывайтесь обязательно все на ее канал, потому что у нее всегда все очень интересно. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока-пока!